Когда они развязали мешок, то увидели худую и грязную собаку породы хаски. У нее были очень несчастные глаза, в которых стояли слезы. Освободив несчастное животное, они уже собирались уйти, однако заметили, что собака даже не пробует встать на лапы и продолжает подвывать и стучать своими худенькими лапами по земле. После этого люди поняли, что животное не может ходить. Словно моля о помощи, Хаски ползла из последних сил за своими спасителями и приваливалась к их ногам. А когда ее гладили, она облизывала руки. Как же так можно было поступить? Ее не просто выгнали из дома, а усадили в мешок, завязали его и отправили мучительно умирать. Даже не поленились отнести на болото, чтобы никто не нашел. Я даже представить не могу, что у этого существа в голове, которое так поступает. Вот так поступают некоторые особи с беззащитными созданиями, которым нужна помощь. Хотя то, что я выяснил позже, от собаки избавились не из-за инвалидности, а сначала сделали ее такой. Но все по порядку. Один из спасителей позвонил в волонтерскую организацию, и Хаски привезли в ветеринарную клинику. Ветеринары были в шоке, ведь видели такое впервые. У бедного животного было такое состояние, с которым уже не привозят в клинику. Волонтеры записали ее в первый прием пулей, ведь в ней обнаружили две. Никто не хотел брать такую собаку на передержку, тем более, что никто не надеялся, что она сможет выжить. Потому Полю я взял к себе. Когда я узнал ее историю, то был в полном шоке. Это самая несчастная собака, которую я встречал. Вот такие люди живут в нашем городе. А некоторые еще считают, что я преувеличиваю. На самом деле, я чаще всего преуменьшаю, чтобы вам не понадобилось успокоительное. Я решил назвать ее Полей. Пока собачку лечили, ее разместили в гуманном отлове. В итоге она оказалась настоящей героиней. Если бы вы могли видеть, как она мужественно переносила все процедуры, как она продолжала улыбаться людям, несмотря на ужасную боль. Она даже влюбила в себя наших таксистов. Некоторые говорили, чтобы мы усыпили ее, ведь инвалида никто не захочет брать. Я такие решения принимаю лишь в самых крайних случаях, когда вижу, что животное сдалось и не хочет бороться. Но такого нельзя было сказать о Поле. Ведь она так искренне радовалась своему спасению и боролась изо всех своих сил. Через некоторое время Хаски начала подергивать задними лапами. Ветеринары говорили, чтобы мы не радовались особо, так как это еще ничего не значило. Однако мы решили бороться до последнего. Усыпление выбирают слабые. В таких случаях человек жалеет не животное, а себя, чтобы не видеть этого. А Поля должна жить полноценно, а не на коленях, как сейчас. Недавно мы отвезли ее лечиться в столицу. Первую операцию она перенесла хорошо. Далее ее ожидает вторая. Все эти вмешательства будут длительными, серьезными и дорогими. Только процедура обойдется 100 тысяч рублей и отдельно стационар. Однако для нее это шанс снова стоять на всех своих четырех. Врачи не дают нам надежды, ведь вероятность того, что малышка снова сможет ходить, не особо велика, но все же она есть. Особенно, если нам потом удастся найти хороший центр реабилитации. Мы готовы и дальше делать все, что от нас зависит, ведь каждая жизнь стоит того, чтобы за нее боролись. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.